Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вот такое детское ажурное летнее платье. Его размеры вот по объему груди, обхват груди на 50 сантиметров. Длина платья, сейчас так разверну, чтобы было видно, от плеча и до низа 42 сантиметра. Вязать я это платье буду из стопроцентного хлопка в 100 граммов 430 метров. У меня ушло основного цвета моток и немного серого цвета. Если вы будете вязать платье одним цветом, то вам потребуется один моток, и со следующего мотка тоже немного придется провязать. Видео будет разделено на несколько частей. Сразу мы начнем вязать платье из верхней части, это кокетка, потом перейдем к ажурному узору. Далее будет обвязка верха платья и застежка по платью. И вот бусинку не приклеила. Еще и в следующее видео будем вязать вот такой красивый цветочек, декор для нашего платья. Начнем вязать платье. Вязать платье я буду из семеновской пряжи пудрового цвета и светло-серого. Это стопроцентный хлопок и в 100 граммах 430 метров. Вязать я буду крючком номер 2,5. Начнем наше вязание из пудрового цвета и будем набирать воздушные петли для кокетки платья. Набираем цепочку из воздушных петель, и их у нас получается 96. И начинаем провязывать первый ряд кокетки. В четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3. И вот четвертая. Провязываем столбик с накидом. Это у нас получается уже как 2 столбика. 1, 2 считаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Это мы провязали 15 столбиков на спинке, которые будут располагаться. Теперь в 16 столбик провязываем, в 16 воздушную петлю провязываем 1 столбик. Сюда же вяжем 2 столбик, 1 воздушная петля и еще 2 столбика. 1, 2. Для уголочка теперь переходим на воздушные петли, которые будут располагаться на плече. Тоже провязываем 15 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 и 15. В 16 столбик, в 16 воздушную петлю, извиняюсь, повторяем 1 столбик, 2 столбик, воздушная петля и еще 2 столбика. 1, 2. Теперь переходим на вязание той части, которая будет располагаться спереди. И здесь мы провяжем 30 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. В 31 воздушную петлю провязываем 1 столбик, 2 столбик, 1 воздушная и еще 2 столбика, 1 и 2. И теперь переходим на вязание на второе плечико. Тоже вяжем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и в 16 воздушную петлю провязываем 1 столбик, сюда же 2 столбик, 1 воздушная петля и еще 2 столбика, 1 и 2. И далее довязываем 15 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в последнюю воздушную петлю 15. Вот такая кокетка у нас сначала получается. Это горловина. И вот замеряем линейкой вперед и спинка по 9 сантиметров, плечика 4,5 сантиметра. И переходим к вязанию второго ряда. Для подъема 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Поворачиваем вязание и провязываем столбики с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И теперь вот у нас добавляется один столбик 16. И в 17 столбик провязываем 2 столбика. Это для увеличения. 1 воздушная петля. И снова провязываем 2 столбика в 1. Вот так провязали. Далее вяжем столбиками с накидом. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Опять дошли до уголочка, провязываем 1 столбик, сюда же провязываем 2 столбик, 1 воздушная петля, переходим на вязание переда, снова 1 столбик и сюда же провязываем 2 столбик. И вот такие закругления, вот такие уголочки у нас с вами получается. И такое же увеличение провязываем на 3 уголке и на 4. И вот вяжем 3 ряд. В 3 ряду вот мы провязали столбики с накидом и остались 2 последних столбика. В предпоследний провязываю 1 столбик, а в последний ввязываю 1, 2, воздушная петля и перехожу на рукав. Снова провязываю 1 столбик и сюда же 2. Далее вяжем столбики и снова повторяем
провязываем по 2 столбика. И так в каждом ряду мы увеличиваем, вот на уголках добавляем по 2 столбика. С одной стороны воздушная петля и 2 столбика с другой стороны. Вот такая кокетка у нас получается. В каждом последующем ряду я делала прибавления на уголочках, так как уже вам показывала. Вывязывала по 2 столбика, воздушная петля и снова 2 столбика. Всего получилось провязано, сейчас посчитаем сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 рядов. В сантиметрах это получается 9, вот практически 9,5 сантиметров. Теперь мы ее слаживаем так пополам. Вот такой вид у нее будет. И теперь нам нужно соединить ряды в круг. Теперь со стороны застежки на спинке мы будем соединять в круг. Для этого вот здесь петелечку, там где мы вязали, я вытяну, чтобы вам было понятно, длиннее. Беру на второй детали, вот она, вставляю крючок там, где воздушные петли, и подхватываю эту петелечку, с которой мы вяжем нитку, и протягиваю ее вот через эти воздушные петли. И теперь делаю соединительную петлю вот в первый столбик, и из нее набираю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вот, чтобы вам было понятно, это спинка, там где застегивается, и рукава. И начинаем вязать столбиками без накида, столбиками с накидом вот до проймы. Вот таким образом провязываем. Здесь, когда соединится, будет все красиво. И довязываем вот до этих пор столбиками с накидом. Вот, как вы видите, довязали до проймы. Здесь я уже прибавления не делала. Вот так. И теперь нам нужно для рукавов в пройме набрать воздушные петли. Я буду набирать 7 воздушных петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь вот часть, там где у нас уходит на рукав, мы пропускаем и соединяемся. Вот здесь провязываем, там где у нас наперед будет уходить, столбик с накидом. И теперь нам нужно вязать столбики с накидом по переду. И как вы видите, вот пройма для рукава. Там, где мы набрали вот 7 воздушных петель, получается рукавчик. И теперь провязываем снова столбики с накидом до второй проймы. И вот впереди платья мы провязали столбики с накидом, и теперь под второй проймой провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И пропускаем вот рукавчик
И соединяемся столбиком с накидом там, где спинка. Вот. И теперь провязываем столбики с накидом по спинке и доходим до воздушных петель. И теперь вот довязали до воздушных петель и соединяемся соединительным столбиком. Снова 3 воздушные петли для подъема. И далее мы вяжем столбики с накидом вот так по кругу. Провязываем столбики с накидом. И там, где воздушные петли, тоже провязываем 7 столбиков с накидом. И таких рядов нам нужно провязать. Это мы сделали перед этим, вот был 13, это у нас 14 и еще 15 ряд. Я покажу, как воздушные петли. Вот в пройме мы провязываем в каждую воздушную петлю, провязываем по столбику с накидом. Вот таким образом в серединку. И вот так провязываем. Это мы провязали с вами 14 ряд, вот под проймой. И теперь вяжем 15. Снова 3 воздушных петли для подъема. И по кругу обвязываем столбиками с накидом. По кругу до этой точки вяжем столбиками с накидом. Вот такая кокетка у нас получилась. Сейчас пересчитаем, сколько всего рядов у нас ушло на кокетку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов. Если замерять от горловины, получается 12 сантиметров. Если замеряем от плеча, то 13,5. И далее будем переходить на узор. Вот такая схема нашего узора, который мы будем вязать к нашему платью. Теперь посчитаем, сколько петель уходит на раппорт. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 столбиков у нас уйдет на раппорт узора. Значит, нам нужно его распределить, этот узор, по нашему платью. У меня по кругу столбиков по кокетке получилось 126. Для того, чтобы раппорт узора красиво лег, нам нужно, чтобы получилось 128 петель. И вот эти вот 2 петельки, получается, с узора нам нужно будет скорректировать там, где вы выберете. Я, например, буду это делать на пройме с одной и со второй стороны. Можно на спинке и спереди, как вам будет удобно. И начинаем вязать первый ряд по узору. Каждый ряд будем разбирать. Начинать я буду вязать вот с этого места, с серединки веточки с листочками. Для этого нам нужно набрать 3 воздушные петли плюс 1 по узору. 1, 2, 3 и 1 по узору. Теперь один столбик мы пропускаем снизу и провязываем 3 столбика с накидом. Вот один мы пропускаем, теперь вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь смотрим далее.
Провязываем 3 воздушные петли, пропускаем снизу 1, 2, 3 воздушных и в четвертый столбик провязываем 3 столбика с накидом. Значит, 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Снизу мы тоже пропускаем вот на кокетке 1, 2, 3 столбика. В четвертый провязываем 1 столбик, второй и третий. Снова повторяем 3 воздушных петли и переходим на вязание вот этого листочка. 1, 2, 3. Снизу пропускаем 1, 2, 3 и в четвертую провязываем 1 столбик с накидом, в следующую второй и третий. Вот мы провязали вот этот элемент. Снова 1 воздушная и вяжем серединку с того места, что мы начинали вязание. 1 воздушная, 1 пропускаем, в следующую столбик с накидом. Снова 1 воздушная. Далее вяжем 3 столбика. 1 воздушную пропустили и 3 столбика. 1, 2, 3. Вот мы провязали, чтобы вам было видно. Это здесь провязана половинка. А вот наш узор: 3 столбика с накидом с одного места, с одной точки вывязано. Далее 3 воздушных, 3 столбика с накидом, 1 воздушная, снова столбик, воздушная и 3 воздушных. Вот этот элемент вот здесь мы провязали. Снова повторяем 3 воздушных, 1, 2, 3. 3 столбика пропускаем, 1, 2, 3. И в четвертый вяжем 3 столбика, 1, 2, 3. Далее 3 воздушных, 1, 2, 3. Снизу 1, 2, 3 отсчитали. В четвертую провязываем 1 столбик с накидом, второй и третий. Теперь вяжем 1 воздушную петлю, 1 столбик пропускаем, следующий вяжем столбик с накидом, 1 воздушная, 1 пропускаем, следующий провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. И вот нам нужно добавить 1 столбик. Вот мы провязали вот эти 3 столбика. Теперь вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И здесь мы должны пропустить 3 столбика, а в четвертый ввязывать. А мы пропустим 2 столбика, а вяжем в третий 1, 2 и вот в третий. Провязываем из одного 3 столбика. 1, 2, 3. И аналогично сделаем с параллельной вот стороны под рукавчиком, чтобы все было симметрично. И теперь я довяжу до начала раппорта. Вот провязываем 3 воздушных, 1, 2, 3 провязали. Здесь мы пропускаем 3 столбика и провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. 1 воздушная петля, 1 столбик пропускаем, в следующий
провязываем столбик. И вот наш раппорт. Вот наш раппорт узора, который все время повторяется. И у нас таких повторений должно по кругу получиться 8. И по схеме, вот как мы начинали вязать, вот смотрите, столбик с накидом, вот идет воздушная петля, 3 столбика с накидом, вот они 3 столбика, 3 воздушных, 3 воздушных. Из одного столбика вывязываем 3 столбика, снова повторяем 3 воздушных, 3 столбика с накидом, 1 воздушная и 1 столбик. И снова возвращаемся к нашему раппорту. Вот после одного столбика, после вот этого вот столбика, мы должны провязывать 1 воздушную, снова повторяем, 3 столбика, 3 воздушных, из одного 3, 3 воздушных, 3 столбика, 1 и снова столбик. И снова после этого столбика мы возвращаемся. Вот такой раппорт. И таких повторений, я еще раз повторюсь, должно получиться по кругу у нас 8 штук. То есть будет 8 вот таких веточек. И вот в конце у нас ряд заканчивается 3 столбиками с накидом и 1 воздушная петля. Вот с этого места мы начинали с вами вязать, и заканчивается 3 столбиками и воздушной петлей. Чтобы себя проверить, вот единичных столбиков, вот таких, у нас должно получиться 8. И вот их пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас получилось 8 элементов. Теперь после первого ряда будем вязать второй ряд. По раппорту тоже просматриваем. Мы будем вязать столбик над столбиком, 2 воздушные петли, листочек начинается расширяться, а там, где было 3 столбика, мы их будем провязывать из одного, будем провязывать вместе. И вот я буду показывать раппорт, как вязать. Вот набираем 3 воздушных петли для подъема. Далее это будет у нас столбик с накидом. 1, 2, 3. Теперь провязываем 2 воздушные петли над одной. Вот еще 1, 2 провязали. И далее расширение по центру листочка. Значит, вяжем 1 столбик. Вот провязываем 1 столбик с накидом. В центральный вывязываем 2 столбика. И в последний 1 столбик. Теперь смотрим на схему. По раппорту вяжем 2 воздушные петли и 3 столбика с одной общей вершиной. Вот провязываем 1 столбик, 1 воздушную петлю, 2 воздушную петлю, и теперь там, где у нас 3 столбика, провязываем 1 не до конца, 2 оставляем вот на крючке и 3. И теперь все эти 3 столбика провязываю одновременно. Вот мы провязали их одновременно. Теперь после 3 столбиков, которые вывязали вместе, снова вяжем 2 воздушных петли и переходим на листочек. Вот 1 воздушная петля,
вторая. И вот мы перешли на листочек. В листочке провязываем, делаем расширение 1 столбик и по центру вывязываем из одного 2 столбика, снова 1 столбик, и теперь опять смотрим на схему. Вывязываем 2 воздушные петли, и мы снова возвращаемся вот к нашему столбику, с которого мы начинали вязать. Вот вяжем 2 воздушных петли, и вот наш центральный столбик. В него мы провязываем столбик. Еще раз показываю, раппорт узора мы провязали. Так. Вот второй ряд. Теперь после вот этого вот столбика, вот он, мы должны провязать 2 воздушных петли. Далее у нас идет вот 3 столбика, в них мы провязываем расширение листочка, 2 воздушных петли и переходим там, где идет 3 столбика, вывязываем их 3 с общей вершиной. Снова 2 воздушных петли и переходим на расширение вот листочка и вывязываем листочек. И вот этот раппорт повторяем над каждым, вот как мы посчитали, что у нас 8 таких элементов, вот значит 8 раз нам нужно повторить этот раппорт. Переходим к третьему ряду. Вот у нас третий ряд. Снова 1, 2, вот третий. Вяжем столбик с накидом, 2 воздушных. Опять идет расширение на листочке. 1 воздушная, 1 столбик, воздушная, расширение на листочке, 2 воздушных, и опять переходим вот к этому нашему столбику, с которого мы начинали. Здесь для подъема нам нужно набрать 3 воздушных петли, 1, 2, 3, и теперь смотрим по узору. Провязываем 2 воздушных, и далее идет расширение листочка во втором столбике. Еще вяжем 2 воздушных, 1, 2. Переходим на листочек, вяжем 1 столбик, далее расширение, то есть из одного вывязываем 2 столбика, 1. И сюда же провязываем второй. Так, теперь довязываем 2 столбика, 1, 2. Это мы провязали с вами вот листочек, 1 воздушная петля, столбик, воздушная петля. Воздушную петлю провязали. Теперь там, где мы провязывали 3 столбика с общей вершиной, в предыдущем ряду провязываем 1 столбик, снова воздушная петля и переходим на листочек, только здесь уже будет расширение в 3 столбике. 1 столбик, 2, в 3 расширение, то есть из одного вывязываем 2 и еще 1 столбик, 2 воздушных петли и столбик. Это вот этот вот наш столбик, с которого мы начинали. 2 воздушных и столбик. Вот раппорт мы провязали. Еще раз показываю, что нужно вязать дальше. Вот столбик мы провязали. Вот он. Теперь 2 воздушных петли и расширение со второго столбика. Здесь провязываем 2 воздушных, 1 столбик,
Со второго делаем расширение и довязываем еще 2 столбика. Потом 1 воздушная петля, столбик и воздушная петля. Вот здесь провязываем воздушную петлю, столбик, воздушная петля. И расширение на втором листочке у нас происходит там, где в третьем столбике 1, 2. Вот третий здесь расширение, 1 столбик, 2 воздушных и столбик, 2 воздушных и столбик. И вот мы раппорт закончили. И так повторяем 8 раз. Перешли к 4-му ряду, и вот разберем сразу раппорт, который нужно будет повторять 8 раз. Вяжем столбик, 2 воздушные. Далее расширение листочка происходит в середине, то есть вяжем 2 столбика, потом прибавление 2 столбика. Повторяем так, как и в предыдущем ряду: воздушная петля, столбик, воздушная. И переходим к листочку, который тоже расширяется вот по центру. 2 воздушные и столбик. И вот мы переходим снова к нашему раппорту и повторяем до этого столбика. Провязываем 3 воздушные петли, набираем для подъема 1, 2, 3. Теперь 2 воздушных петли по узору, 1, 2. Вяжем 2 листочка, 2 столбика, прибавление и 2 столбика на листочках. Так, 1 столбик, 2 столбик, прибавление, из одного вывязываем 2, и еще 2 столбика, 1, 2. Теперь воздушная петля, столбик, воздушная петля, воздушная петля, столбик над столбиком, воздушная петля. Снова перешли к листочку, 1 столбик, 2 столбик, прибавление, 1, 2, 1 столбик и 2 столбик. Вот. Теперь по узору смотрим по схеме: 2 воздушных петли и столбики. Таким образом у нас закончится наш раппорт: 2 воздушных петли и столбик. Вот мы провязали наш раппорт, и такие элементы нужно повторять. Еще мы 1 провязали, еще 7 раз повторяем. Теперь разбираем раппорт на 5-й ряд. Вот смотрите, из одного столбика нам нужно вывязать 1 столбик, 3 воздушных и столбик. Далее вяжем 2 воздушных над воздушными и провязываем все столбики с накидом без прибавлений. Далее воздушная, столбик, воздушная, и снова повторяется листочек, столбики с накидом без прибавлений. Вот я показываю, как мы провязываем. Сразу набираем на этот столбик 3 воздушных петли и 3 по узору. 1, 2, 3 и 3 по узору. 1, 2, 3. И снова возвращаемся и провязываем в этот же столбик, столбик с накидом. Вот мы провязали этот элемент. Теперь 2 воздушных, провязываем листочек, 2 воздушных петли и по листочку 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Возвращаемся к нашей схеме. Нужно провязать 1 воздушную, столбик, воздушную, переходим на листочек.
Вот провязываем 1 воздушная, над столбиком провязываем столбик, снова воздушная и над листочком провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот теперь будем заканчивать раппорт. Вот провязываем 2 воздушных петли, и чтобы было понятно, видно, вот я перемещаюсь сюда, вот этот вот листочек мы провязали, вяжем 2 воздушных и повторяем вот этот элемент, с которого мы начинали. И заново от этого элемента повторяем наш раппорт, который мы вот только что провязывали. Вот после листочка 2 воздушные петли, и то, что по окончанию раппорта вот этот столбик, 3 воздушных петли, и снова сюда же провязываем столбик. И далее продолжайте вязать по раппорту 2 воздушных и вот листочки провязываем. И так повторяем по кругу до конца ряда. Покажу, как заканчиваем 5-й ряд. Вот довязываем 2 воздушные петли и присоединяемся соединительной петлей там, где мы набирали 3 воздушные петли для подъема. Вот так. Переходим к 6-му ряду. В 6-м ряду в арочку из воздушных петель, вот которую мы вязали в 5-м, нужно провязать по раппорту 3 столбика, воздушная 3 столбика, и далее 2 воздушных, и идет сокращение, вот убавление на листочке по бокам. И снова воздушная петля, столбик, воздушная, убавление на листочке, 2 воздушных, вот я сюда перехожу, чтобы было понятно, это те 2 воздушных, вот эти вот, и снова повторяем раппорт. Вот переходим соединительной петлей в середину нашей арочки и набираем 3 воздушных петли для подъема. Это наш первый столбик. Провязываем 2, вот 3 столбика провязали. Теперь 1 воздушная и 3 столбика. Еще воздушная и 3 столбика. 1, 2, 3. Это мы все провязали в одну арочку. Далее 2 воздушных, убавление на листочках. 2 воздушных и 1 столбик и 2 столбик провязываем с общей вершиной. Далее вяжем 2 столбика, 1, 2 и снова столбик с общей вершиной, 1 и 2. Провязали мы убавление, воздушная, столбик, воздушная, воздушная, столбик, воздушная. Переходим к листочку, по бокам провязываем 2 столбика с общей вершиной, 2 столбика, 1, 2 и снова с общей вершиной. Провязываем, вот провязали 1 столбик. И далее вот я перехожу сюда 2 воздушных петли и переходим на начало нашего раппорта. Вот 2 воздушных петли и далее снова повторяем весь этот узор, который вот мы вязали в начале. Переходим к 7-му ряду. Здесь у нас будет идти расширение. Вот я покажу, чтобы было понятно расширение, потому что снова будем вывязывать вот листочек. С этой стороны у нас листочки вот заканчивается убавление, а с этой начинаем вывязывать. Так, опять опускаемся до 7-го ряда. Потому у нас идет по бокам вот 2 листочков, которые начали вязать, прибавление, воздушная, столбик, воздушная, снова прибавление, столбик, прибавление, 2 воздушных,
убавление на наших вот первых листочках, столбик воздушная, столбик воздушная, снова убавление, 2 воздушных, и идет расширение вот на следующую пару листочков. Начинаем вязать. Вот провязываем сразу прибавление, столбик и прибавление. Здесь нам нужно сделать 3 воздушных петли для подъема. Это наш первый столбик. Сюда же провязываем второй столбик. Во второй вяжем 1 столбик и в следующий прибавление 1 и 2. Теперь смотрим снова по схеме: воздушная, столбик, воздушная, и опять повторяем вот прибавление на следующей паре листочков. Воздушная, столбик провязываем под воздушную петлю в предыдущем ряду, воздушная, и теперь переходим вот на листочки, где будут прибавления. Прибавление, 1 столбик, прибавление, смотрим снова на схему: 2 воздушных петли, и вот идут убавления на первой паре листочков. 2 воздушных петли, и теперь провязываем убавление. Вот вяжем 1 столбик, второй столбик с общей вершины провязали, снова 1, 2 и общая вершина. Возвращаемся к схеме: воздушная, столбик, воздушная, воздушная петля, столбик и воздушная петля. Снова возвращаемся к схеме. Идет вот убавление и 2 воздушных петли. 1 столбик, второй столбик провязали вместе, снова 2 столбика провязываем вместе и вяжем 2 воздушных петли по узору. И вот мы подходим к нашему раппорту, которого мы все начинали вязать. Вот снова повторяем. Положу так и схему, и узор, чтобы было все видно. Вот мы с вами провязали убавление и 2 воздушных петли, и снова возвращаемся к новой паре 2 листочков с прибавлениями. Воздушная, столбик, воздушная, снова с прибавлениями, и повторяем все то, что вот мы уже с вами вязали. Повторяем далее. Переходим к вывязыванию 8 ряда. В 8 ряду расширение листочка, вот начинается наш раппорт, начинается в середине. Воздушная, столбик, воздушная, снова расширение, 2 воздушные, листочек вот мы уже заканчиваем, как вы видите, первую пару убавлениями: воздушная, столбик, воздушная, и снова заканчиваем листочек убавлениями. Значит, смотрим, раппорт наш начинается: вяжем 2 столбика, прибавление и 2 столбика. Набираем 3 воздушных петли для подъема. Это наш первый столбик, второй. Теперь в третий провязываем прибавление: 1, 2, и еще нужно провязать 2 столбика. Так, вот сейчас я вернусь, потому что я здесь пропустила. Вот 1 столбик, вот второй. Теперь в третий прибавление: 1, 2, и вот еще 2 столбика: 1,
2. Теперь смотрим по схеме: 1 воздушная, столбик и воздушная. И снова повторяем листочек с расширением по центру. Воздушная, столбик, воздушная, и переходим к листочку. 1, 2, в третий прибавление, 2 столбика вывязываем из одного и снова по одному столбику. 1, 1. 2 воздушных и 2 столбика провязываем с одной общей вершиной. 1, 2. И теперь 2 столбика с общей вершиной. Вот листочки мы, те, что начинали в первом ряду, вот уже закончили. Снова воздушная, столбик и воздушная. Воздушная петля, столбик, воздушная петля. И переходим на убавление и 2 воздушных. Провязываем 2 столбика с одной общей вершиной и 2 воздушных. Это мы с вами провязали первый раппорт. И теперь будем переходить на второй. Как вы видите, снова вот будет повторение 2 листочков, 1 и вот 2, с расширением по центру. И так далее продолжаем все вязать. Вяжем 9 ряд. В 9 ряду, вот в раппорте, мы провязываем 6 столбиков с накидом, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, снова 6 столбиков с накидом, 4 воздушных, далее столбик без накида 1 и 2, и 4 воздушных. И снова переходим вот на наш раппорт, с которого мы начинали. Так, 3 воздушных петли, 1, 2, 3, и провязываем 6 столбиков. 1 мы провязали, это 2, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, 1, 2, столбик, 1, 2, снова провязываем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 воздушных и 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И там, где вот воздушные петли, не первая, там где 2, а вот одна, под нее 1 столбик без накида, и под вторую воздушную петлю 2 столбик без накида, и 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И далее снова повторяем то, что мы уже с вами вязали. 6 столбиков, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, 6 столбиков. 10 ряд. В 10 ряду начинаем по бокам листочка убавление. 2 столбика убавления, 2 воздушные, столбики вот с воздушными. И снова с убавлениями листочки, воздушные, столбик без накида и воздушные. Начинаем вязать вот с листочка, где убавление. Вот провязали 2 столбика вместе, 1, 2 столбик и снова убавление. Теперь 2 воздушные и провязываем столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные. 1, 2, в столбик предыдущего ряда провязываем столбик, 3 воздушных петли. Снова в этот столбик провязываем столбик с накидом, 2 воздушных петли и далее листочек по бокам с убавлениями.
Первое убавление, 2 столбика и второе убавление. Теперь 4 воздушных. Между столбиками без накида провязываем столбик без накида и 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Вот между столбиками провязываем столбик без накида. Снова 4 воздушных петли. И опять повторяем раппорт вот сначала. Убавление, потом арочка из воздушных, убавление и воздушные петли. Вяжем 11 ряд. В 11 ряду нам нужно в раппорте сделать убавление на листочках. И продолжаем дальше вязание. Значит, сразу будем провязывать убавление. 1, 2, набрали 3 воздушные петли для подъема. Это вот первое убавление. И второе убавление на листочке. Далее нам нужно провязать 2 воздушных петли, 3 и под арочку из 3 воздушных петель 3 столбика, воздушная, столбик, воздушная и 3 столбика. И снова повторяем 2 воздушных петли. Вяжем 2 воздушных петли, 1, 2. Далее под арочку из воздушных петель провязываем 1 столбик, 2, 3, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом, снова воздушная петля и повторяем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И продолжаем еще 2 воздушные. Далее переходим к листочку. На листочке, как мы уже в начале с вами делали, нужно провязать 2 убавления. Вот первое убавление и провязываем второе убавление. Далее переходим к нашей схеме, смотрим, вяжем 4 воздушных петли, столбик и 4 воздушных петли, и наш раппорт закончился. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом провязываем в столбик без накида предыдущего ряда. И снова 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И вот мы переходим снова к повторению нашего раппорта. Убавление на листочках и провязывание серединки. Переходим к 12 ряду. В 12 ряду мы делаем последнее убавление на этой паре вот листочков и переходим к расширению следующей пары листочков. И далее там, где провязывали вот всегда по одному столбику с накидом, будем делать расширение, провязывать 2 столбика и воздушная петля. Сразу делаем убавление. То есть 1, 2, 3 воздушных петли для подъема и столбик с накидом. Это мы сделали вот убавление на листочке. Дальше 2 воздушные петли и расширение. 1, 2 и расширение 1 столбик и сюда же провязываем второй. Далее 1 столбик и в следующий провязываем 2 столбика. 2 воздушных петли, столбик с накидом, 2 воздушных и снова расширение. Один, 2, столбик с накидом, 2 воздушных и расширение на листочке. 1, 2. Теперь 1 столбик и со следующего третьего ввязываем 2 столбика. Вот. Далее снова у нас будет убавление листочка, 2 воздушные петли и
провязываем 2 столбика вместе. И далее по схеме смотрим, провязываем 3 воздушных, расширение делаем и 3 воздушных. 1, 2, 3. Теперь там, где столбик вязали, провязываем столбик, воздушная петля, столбик и 3 воздушных. 1, 2, 3. И наш раппорт закончен. И далее повторяем такие же элементы. Теперь вяжем 13 ряд. В 13 ряду делаем расширение на листочках, а этого листочка вот второй пары у нас уже не будет. И для этого, чтобы нам начать красиво вязать, нам нужно перейти по воздушным петлям. Вот одна воздушная петля с соединительными столбиками по одной и по второй. И на столбик. Вот перешли. И теперь можем вязать то, что у нас по схеме. Вот расширение листочка в середине, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных и расширение листочка. 3 воздушных для подъема, 1, 2, 3. Это один столбик провязали. Второй столбик в середине делаем расширение, то есть провязываем 2 столбика и снова вяжем по одному столбику. Далее провязываем 2 воздушных петли, столбик в столбик, снова 2 воздушных и переходим на второй листочек, 1 столбик, второй столбик, далее расширение, то есть прибавление, вот провязали 2 и снова провязываем 1 столбик и второй столбик. Здесь уже листочек мы закончили. Смотрим по схеме. Нам нужно провязать 4 воздушных, столбик, воздушная, столбик и 4 воздушных. И так наш раппорт закончится. 1, 2, 3, 4 воздушных. Вот наша галочка. В нее провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, снова столбик с накидом, 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И переходим до нашего раппорта. Листочек этот мы уже пропускаем, а переходим на следующую пару листочков. Вот я вам начало показала. 1 столбик, второй столбик, как мы вязали, расширение и снова столбики. И так довязываем 13 ряд. Вяжем 14 ряд. Делаем 3 воздушных петли для подъема. Это у нас первый столбик. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 воздушных петли, столбик провязываем в столбик, 2 воздушных, снова 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь 1, 2, 3, 4 воздушных петли. В галочку провязываем столбик, воздушная петля, столбик и снова 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И вот такой раппорт у нас получился. Вот я показываю на схеме. Вяжем 6 столбиков, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, 6 столбиков, 4 воздушных, галочка и 4 воздушных. Это наш раппорт на 14 ряд. Перешли к 15 ряду. В 15 ряду, как вы видите, начинаем делать убавления на листочках. 2 воздушных петли, посерединке делаем расширение и арочку из воздушных петель, снова убавление на листочке, 4 воздушных и повторяем весь этот элемент. Значит, сейчас провязываем 3 воздушных петли для подъема, это наш один столбик, и вяжем второй столбик, это мы сделали убавление. 2
2 столбика с накидом, 1, 2, следующий это убавление, 1 и 2. Теперь 2 воздушных петли, как мы и вязали, а посерединке провязываем расширение, 1 столбик с накидом, 3 воздушных петли, снова столбик с накидом, 2 воздушных петли и повторяем, так как мы вязали в начале, убавление на листочке. Теперь 2 столбика, 1, 2, снова убавление, 1, 2, и этот элемент повторяем, 1, 2, 3, 4 воздушных, в серединку столбик провязали, 1 воздушная, снова столбик и 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И вот такой раппорт 15 ряда. Перешли к 16 ряду. В 16 ряду мы заканчиваем, делаем 2 убавления на листочке, 2 воздушных, снова расширение идет уже для следующей пары листочков, как вы видите, снова убавление и повторяем элемент из воздушных петель и столбиков с накидом. Значит, 3 воздушных петли для подъема набрали. Это 1 столбик, 2 столбик провязали вместе. Первое убавление. Снова провязываем 2 столбика вместе. Это второе убавление. 2 воздушных петли. И теперь в серединке делаем расширение для листочка. Следующих 1, 2, 3 столбика, 1 воздушная, 1 столбик, 1 воздушная, 3 столбика, 1, 2, 3, и все это мы провязали в одну арочку. 2 воздушных петли, здесь провязываем убавление 1 и переходим к убавлению 2. Сделали второе убавление. Теперь повторяем этот элемент. 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом и 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. Это раппорт на 16 ряд. Перешли к 17 ряду. В 17 ряду мы делаем заключительное убавление на листочке, 2 воздушные петли. На следующей паре листочков провязываем прибавление. И здесь повторяем тот же элемент, который вязали в предыдущих рядах. Для этого мы набираем 3 воздушных петли для подъема, провязываем 2 столбик. И мы сделали убавление последнее на листочке. 2 воздушных петли, здесь провязываем прибавление в 1 столбик, то есть 2 столбика из 1, 1 столбик и снова прибавление 1, 2. Далее 2 воздушных петли, столбик в столбик, 2 воздушных петли. И повторяем прибавление 1 столбик, 2 столбик. Теперь 1 и из 1 2. Теперь 2 воздушных петли, 1, 2. Последнее убавление на листочке. Провязали 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И повторяем этот элемент. Столбик, 1 воздушная, столбик и 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это раппорт 17 ряда. Перешли к 18 ряду. В 18 ряду нам нужно в серединке листочков сделать расширение. Этот элемент мы повторяем. Снова расширение. И повторяется только 1, 2, 3, 4. Добавляется 5 воздушных петель уже.
Снова в 18 ряду, так как мы закончили здесь листочек, а нам нужно перейти на следующий. Мы соединительными петлями по воздушным петлям предыдущего ряда переходим вот к нужным нам столбикам. Вот мы перешли. Здесь сделали 3 воздушные петли для подъема. Это один столбик, второй столбик, в третий посерединке прибавление, из одного вывязали 2, снова повторяем 2 столбика, вот мы их провязали. Теперь 2 воздушных петли, столбик, 2 воздушных петли, и здесь повторяем тоже с расширением: один столбик, второй столбик, посерединке расширение, и снова по одному столбику 1 и 1. И теперь то, что я говорила, здесь провязываем 5 воздушных петель: 1, 2, 3, 4, 5, и столбик, воздушная, столбик и 5, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Это раппорт на 18 ряд. Перешли к 19 ряду. В 19 ряду мы провязываем 6 столбиков, повторяем этот элемент, снова 6 столбиков, и вот добавляются у нас пышные столбики. Провязываем 4 воздушные, пышный столбик и вот такой элемент, и снова пышные столбики. Делаем для подъема 3 воздушных петли: 1, 2, 3, и провязываем еще 5 столбиков: 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 2 воздушных петли, столбик в столбик, 2 воздушных, 6 столбиков: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь смотрим по схеме: 4 воздушных, пышный столбик, набираем 4 воздушных петли: 1, 2, 3, 4, и пышный столбик будем провязывать во вторую, 1, 2, 3, в четвертую воздушную петлю предыдущего ряда. Вот 1 сделали накид, 2, 3 и 4. И теперь эти все столбики провязываем одновременно. Вот провязали первый пышный столбик, теперь 2 воздушных петли. Там, где мы вязали галочку, в нее и провязываем пышный столбик, воздушная петля, столбик без накида, простите, воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушных петли, и теперь 1. И вот во вторую воздушную петлю провязываем второй пышный столбик, 2, 3, с 4 накидами, и провязали вместе все эти петельки, и 4 воздушных петли: 1, 2, 3, 4. Вот такой раппорт у нас на 19 ряд. Перешли к 20 ряду. В 20 ряду начинаем делать убавление в листочках. Посередине провязываем арочку вот для следующих уже листочков, и над пышными столбиками провязываем пышные столбики. Делаем 3 воздушных петли для подъема, и второй столбик провязываем, и сделали первое убавление. Теперь 2 столбика: 1, 2, следующее убавление, провязали вместе. Теперь 2 воздушных петли,
посередине листочка делаем расширение, 1 столбик с накидом, 3 воздушных, столбик сюда же с накидом, 2 воздушных, по бокам листочка убавление, вот первое убавление, теперь 2 столбика, 1, 2 и второе убавление. Теперь 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4, и над пышным столбиком вот провязываем пышный столбик в серединку, 1, 2, 3, 4, провязали вместе. Теперь 2 воздушных петли. Этот элемент мы повторяем. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Теперь 2 воздушных петли и снова пышный столбик над пышным столбиком. 1, 2, 3, 4 накида, провязали вместе и 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это 20 раппорт. Перешли к 21 ряду. В 21 ряду делаем 2 убавления на листочках, расширение посередине, и здесь повторяем элемент, как вязали в предыдущих рядах. Для подъема 3 воздушных петли, второй столбик провязали вместе, первое убавление и второе убавление. Теперь 2 воздушных петли и посередине провязываем 1 столбик в арочку, второй столбик, третий, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 2 воздушных петли и 2 убавления на листочках. Первое убавление и второе убавление. Далее повторяем элемент такой, как мы вязали ранее. 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. Над пышным столбиком провязываем пышный столбик с 4 накидами, 2 воздушных петли, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, 2 воздушных и снова пышный столбик над пышным столбиком и 4 воздушных. Это 21 ряд, и вот такой раппорт в 21 ряду. 22 ряд. Делаем последнее убавление на листочке, расширение на следующих листочках и повторение элемента с пышными столбиками. Значит, 3 воздушных петли для подъема, второй столбик провязали вместе. Это мы сделали убавление. 2 воздушных. Теперь расширение, то есть 2 столбика вывязываем из одного, 1 столбик, снова 2 столбика из одного. Провязали 2 воздушных петли, столбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушных петли и снова расширение для листочка. 2 столбика из одного, 1 столбик и повторяем 2 столбика из одного. 2 воздушных петли, последнее убавление вот на предыдущих листочках, 4 воздушных, 1, 2, 3, 4 и пышный столбик над пышным столбиком, провязали 2 воздушных петли, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушных петли и пышный столбик над пышным столбиком.
и 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И вот такой раппорт у нас в 22 ряду. 23 ряд. В 23 ряду в середине делаем расширение, прибавление. Здесь все повторяется, и этот элемент тоже повторяется. Значит, нам снова нужно в 23 ряду перейти соединительными петлями по воздушным петлям предыдущего ряда. 1, 2 и перешли на столбики. Теперь 3 воздушных петли, второй столбик, посерединке сделали прибавление, снова 2 столбика, 1, 2, 2 воздушные петли, посередине столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова повторяем 2 столбика, прибавление и 2 столбика, 1 и 2. Вот так. Теперь провязываем 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Этот листочек мы уже пропускаем, переходим к пышным столбикам. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 воздушных петли, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушных и снова пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и 4 воздушных. 1, 2, 3, 4 и переходим на столбики вот следующего листочка. Так, вот это вот раппорт 23 ряда. 24 ряд. Вот провязываем 6 столбиков, увеличиваем количество воздушных петель и столбиков посередине. И вот здесь уже пышные столбики, как вы видите, не будем провязывать столбики с накидом и воздушную петлю. Так, для 24 ряда набираем 3 воздушных петли для подъема, провязываем еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 2 воздушных петли. Там, где мы вязали столбик в предыдущем ряду, провязываем столбик, 3 воздушных и сюда же повторяем столбик с накидом. 2 воздушных, 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь возвращаемся к схеме. Провязываем 4 воздушных петли, пышный столбик, 2 воздушных, пышный столбик и 4 воздушных. Провязываем так 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Теперь пышный столбик в пышный столбик. Далее 2 воздушных петли и снова пышный столбик в пышный столбик. И повторяем 4 воздушных. Вот такой раппорт на 24 ряд. 25 ряд. В 25 ряду делаем по бокам листочка убавление, посередине расширение для следующей пары листочков и провязываем уже 1 пышный столбик. Три воздушных петли для подъема и второй столбик провязали вместе, 2 столбика по одному
и убавление, провязываем вместе. Далее 2 воздушные петли, в середину провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и 3 столбика с накидом. 2 воздушных петли, далее убавление на листочке с одной стороны, 2 столбика и убавление со второй стороны. Теперь смотрим по схеме. 2 воздушных петли, под воздушные петли столбик с накидом, 2 воздушных, пышный столбик, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных. Вот мы провязали 2 воздушных петли. Теперь столбик с накидом, воздушные петли в серединку, снова 2 воздушных петли и пышный столбик. Можно провязывать его, захватывая под арочку. Вот 1, 2, 3, 4. Вот мы провязали пышный столбик. Снова 2 воздушных петли, столбик с накидом я провязываю в серединку воздушных петель и еще 2 воздушных петли. Это раппорт 25 ряда. Мы перешли до 26 ряда. С 26 ряда я буду вязать светло-серой пряжей. Вы можете продолжать той пряжей, которую вы вязали. В 26 ряду делаем убавление на листочках, а на следующей паре провязываем уже прибавление. Вот я привязываю серую пряжу к тому месту, где я отрезала предыдущую. И набираю 3 воздушных петли для подъема. Второй столбик и сделали первое убавление. И второе убавление. Далее 2 воздушных петли. Здесь мы провязываем прибавление, 1 столбик, прибавление, далее 2 воздушных петли, 1 столбик, 2 воздушных петли и снова провязываем прибавление, 1 столбик, прибавление, 2 воздушных петли. Здесь мы листики убавляем и второе убавление. И возвращаемся к нашей схеме. 2 воздушных петли, столбик в столбик, 4 воздушных, столбик и 2 воздушных. 1, 2, столбик в столбик, 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, столбик в столбик и 2 воздушных. Это мы с вами провязали раппорт на 26 ряд. Переходим к 27 ряду. В 27 ряду мы делаем последнее убавление на листочках, расширение на следующих листочках и, как видите, провязываем 4 столбика вместе. 3 воздушных петли для подъема, второй столбик, это мы сделали убавление, дальше 2 воздушных петли, 1 столбик, второй столбик,
Далее по центру прибавление. Снова по одному столбику. 1, 1. Далее 2 воздушных петли. Столбик в столбик. 2 воздушных петли. 1 столбик, 2, прибавление и еще по одному столбику. 2 воздушных петли, убавление. Далее смотрим по схеме 4 воздушных петли и 4 столбика, которые провязываем вместе. 1, 2, 3, 4 воздушных. И столбики я вот буду провязывать в середину воздушных петель. 1, 2 предыдущего ряда, 3 и 4. И теперь эти 4 столбика провязываю все вместе. И 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это раппорт на 27 ряд. 28 ряд. В 28 ряду провязываем 6 столбиков, 2 воздушные, столбик, 3 воздушных, столбик, 2 воздушные, 6 столбиков. И здесь по 3 воздушных петли и между ними по 4 столбика, которые провязываются вместе. Значит, снова, чтобы нам перейти на этот листик, нам нужно соединительными петлями пройтись по воздушным петлям предыдущего ряда. Теперь 3 воздушных петли для подъема и провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 6 столбиков. Дальше 2 воздушных петли. В средний столбик провязываем столбик, 3 воздушных. Сюда же опять столбик, 2 воздушных, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь смотрим по схеме. То, что я говорила, 3 столбика, 4 столбика вместе, 3 воздушных петли, 4 столбика вместе, 4 воздушных, 4 столбика и 3 воздушных. 1, 2, 3 воздушных петли. Теперь там, где мы провязывали вот столбики, как вы видите, мы будем провязывать вот на воздушных петлях. 1 столбик, 2, 3 и 4. И провязываем их одновременно. Теперь 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И в следующие воздушные петли провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Провязали их одновременно и 3 воздушных. 1, 2, 3. Это раппорт на 28 ряд. Вяжем 29 ряд. В 29 ряду провязываем убавление в листочках. Посередине провязываем 4 столбика. Снова убавление. И здесь уже провязываем по 4 столбика 3 раза. Набираем для подъема 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Второй столбик провязываем вместе. Теперь 2 столбика по одному. 1, 1. Снова 2 столбика провязываем вместе. Теперь 2 воздушных петли. В серединку 4 столбика. 1, 2,
3, 4, 2 воздушных, 2 столбика провязываем с одной общей вершиной, 1 столбик, 2 столбик и повторяем снова 2 столбика с одной общей вершиной. И смотрим снова на схему. 3 воздушных петли и 4 столбика вместе, и между ними вот по 4 воздушных петли. 1, 2, 3. И теперь провязываем 4 столбика. Здесь на схеме указано 4, но так как у нас 3 воздушных петли, мы будем провязывать 3 столбика. Провязали 3. Теперь 4 воздушных, 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Посерединке провязываем 1, 2, 3, 4. Снова 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И здесь мы провязываем по краям по 3 столбика, так как у нас 3 воздушных петли. 1, 2, 3 и 3 воздушных. 1, 2, 3. Это раппорт у нас 29 ряда. Перешли к 30 ряду. В 30 ряду убавление на листочках, прибавление в серединке и уже не 3 повторения, а 4 повторения столбиков по 4. 3 воздушных петли, 1, 2, 3. И второй столбик провязали вместе. Снова 2 столбика провязываем вместе. Далее 2 воздушных петли и посерединке вяжем 1 столбик. Во второй прибавление. Из одного вывязываем 2 и по одному столбику 1, 1. Снова 2 воздушных петли, 2 столбика провязываем с общей вершиной и еще второй столбик с общей вершиной. Провязали. Далее по схеме 3 воздушных петли, по краям мы провязываем не по 4, а по 3 столбика, так как у нас вот 3 воздушные петли в предыдущем ряду. А между столбиками вот по 4 воздушных петли. 1, 2, 3. Здесь мы провязываем 3 столбика. 1 в начале, 2 и 3 с общей вершиной. Теперь 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. Здесь у нас 4 столбика, 1, 2, 3, 4 с общей вершиной. Снова 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. Здесь тоже 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Теперь 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И в конце 3 столбика, 1, 2, 3. И 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Это наш раппорт на 30 ряд. Вяжем 31 ряд. В 31 ряду мы провязываем 2 сразу убавления на листочках.
Потом посередине у нас прибавление. И здесь уже не 4, а 5 повторений по 4 столбика. 1, 2, 3 воздушных петли, второй столбик убавления, 2 воздушных, 1 столбик, второй столбик, посередине прибавление, 1, 2, снова по одному столбику, 2 воздушных, убавление и 1, 2, 3 воздушных, и в начале провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Теперь 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И здесь уже по 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Провязали вместе 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. Снова провязываем 4 столбика, 1, 2, 3 и 4. 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. 4 столбика, 1, 2, 3 и 4. 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. 3 столбика, 1, 2, 3 и 3 воздушных, 1, 2, 3. Это раппорт на 31 ряд. После 31 ряда я буду делать уже обвязку на своем платье. И если вы хотите, то вы можете продолжить вязание вот 32, 33 и 34 ряды. Вот эта схема. Я буду вязать обвязку. 1 столбик для подъема. И буду провязывать столбики вот без накида. 1, 2, 3, 4, 5. А в 6 столбик буду провязывать пико. 1, 2, 3 воздушные петли. И в серединку этого столбика вот протягиваю ниточку. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 6 столбик. И провязываем пико. 1, 2, 3. Возвращаемся в середину столбика. Вот провязали. И так через каждые 5 столбиков провязываем пико. Вот такое платьечко получается. Продолжаем вязать наше платье. И сегодня мы свяжем отделку для рукавчиков, для горловины, и сзади сделаем застежку. Обвязку я буду делать серой пряжей, так как у меня внизу платье тоже декорировано серой пряжей. И пуговицы я буду использовать вот такие цветочки на сером фоне. Будет красиво смотреться. У меня будет 3 пуговицы. Продолжать вязать я буду крючком номер 2,5. И сразу начнем с обвязывания горловины. Переворачиваем платье со стороны спинки, там где застежка, начнем
делать обвязку. Я буду провязывать 3 ряда столбиками без накида, и в 3-м ряду провяжу вот так, как внизу провязывала, столбик без накида вместе с пико. С этой стороны я буду делать застежку. Так, ну сейчас привязываем вот рабочую нить. Внизу делаем воздушную петлю и вяжем столбиками без накида. Там, где я сделала воздушную петлю, я туда же провяжу столбик без накида. И вот так ее подтяну. Потом можем даже сейчас, вот когда вязать, ввязывать эту ниточку. Можно захватывать. Сейчас я немного провяжу, чтобы вам показать, чтобы было понятно. Вот я буду ввязывать в серединку столбика. Захватывать не так вот за столбик и провязывать столбик без накида, а в серединку столбика. Так не будет большой дырки между обвязкой и самим платьем. Так же само вот и воздушные петли. Я их захватываю вот именно в серединку. Так полотно будет смотреться намного красивее, чем если вы будете вот захватывать вот так вот за весь столбик. Вот видите, какая разница получается. Итак, столбиками без накида довязываем до уголочка. На уголочке я покажу, как нужно правильно провязать. И вот провязаны уже столбики без накида. В последний столбик я провязываю столбик без накида. И вот мы дошли до уголочка. В этот уголочек, вот в самую верхнюю петелечку, я провязываю 1 столбик. Сюда же ввязываю 2 и 3 столбик. Таким образом получается очень красивый уголочек, нигде ничего не будет тянуть. И далее мы продолжаем вязать столбиками без накида. И вот таким образом провязываем вот до того места, где у нас начинается вот переход на плечико. В этом месте я тоже покажу, как красиво провязать. Вот я уже провязала столбики без накида. Здесь еще довязываю. И вот как вы видите, это петелька, с которой мы вывязывали по 2 столбика в одну и в другую сторону, вот у нас уходили. А это одиночные столбики без накида. И вот я захватываю вот в один, провязываю вот так недовязанный столбик. Эту петелечку я пропускаю и перехожу на вторую, там где одиночный столбик. И вот эти 2 петельки провязываю вместе. Далее вяжу столбики без накида вот таким образом. И вот такой переход плавный, и тоже нигде ничего не будет тянуть, будет на горловине. Такие вот столбики двойные мы будем провязывать со второй стороны вот рукавчика. Когда переходим на следующий рукавчик, тоже так провязываем.
И с 4 стороны тоже провязываем по всем рукавчикам. И когда дойдем до уголочка, вот до застежки, в этом месте мы провязываем, как и с этой стороны, в один столбик 3 столбика, для того, чтобы было красивый поворот. И вот первый ряд я довязала до самого конца. И еще один момент: когда будете обвязывать вторую сторону детали, просчитайте, сколько столбиков вы провязали на первой вот половинке застежки, и такое же самое количество провяжите на второй, чтобы оно совпало и было вот одной длины. После того, как мы связали первый ряд, мы вязали по лицевой стороне. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваемся и будем вязать по изнаночной стороне. Я сделала воздушную петлю, и там, где воздушная, туда же провязываю и столбик с накидом, без накида. И вяжем столбики без накида в каждый столбик. Довязываем до уголочка. В уголочке я покажу, как нужно провязать. И вот довязываем до уголочка. Мне еще нужно провязать 2 столбика. Вот я их довязала, а третий столбик вот с этой стороны будет лучше видно, с лицевой. Вот наши 3 столбика, которые мы ввязывали в одну петелечку. И в средний столбик снова нужно провязать 3 столбика в один. 1, 2, 3. Вот получился красивый уголочек. И далее снова вяжем столбики без накида и довязываем до этого места, вот где будет переход на плечико. Здесь я тоже покажу, как нужно вязать. И вот довязываем еще один столбик без накида, еще, и теперь вот этот вот столбик без накида, вот с лицевой стороны его видно, это тот, который мы провязывали 2 вместе. Мы его не будем провязывать, захватываем за одиночный столбик, этот мы пропускаем там, где двойной, и захватываем еще раз за одиночный, и тоже провязываем их вместе. Далее вяжем столбики без накида. И то есть в этом случае тоже во втором ряду двойные столбики мы провязываем вот на всех поворотах. Давайте я так сложу. Вот в одном месте мы провязали. Теперь второе, третье и четвертое. И на этом уголочке тоже будем провязывать 3 столбика в один столбик, чтобы получился вот такой уголочек. А далее я уже вам покажу, как вязать застежку. И вот я довязала до уголочка. Здесь булавками распределила, где будут находиться пуговицы, и равное количество оставила между вот пуговицами. И сейчас я покажу, что в уголочке я не довязала, вот я провязываю один столбик, сюда же провязываю второй, а третий я не буду вязать, я начну делать петельку. Для моих пуговиц нужно 3 воздушных петли, я сделаю, и отступлю 2 столбика, вот 1, 2, я их не провязываю, убираю булавочку и вяжу столбик без накида. И вот такая петелечка получается. Далее снова провязываю вот столбики без накида до булавок. Вот убираю булавку, сюда же тоже провязываю столбик. Теперь вяжу 3 воздушных петли, 1, 2,
3. Здесь убираю, пропускаю один столбик, второй, а в третий провязываю столбик без накида. И так довязываю вот до самого конца. Здесь тоже делаю петелечку. Аналогично из воздушных петель и пропускаю в нижнем ряду столбики. И теперь вот развернули вязание снова на лицо и вяжем третий ряд. В третьем ряду я начинаю вязание, я воздушную петлю не делаю, а сразу провязываю столбик без накида в столбик. Вот таким образом в каждый столбик провязываем столбики. А вот эта деталь, вот как вы видите, она сейчас нигде не прификсирована. Потом, когда мы все обвяжем, мы ее прификсируем и красиво пришьем. И вот довязываем до застежки. Здесь я провяжу под воздушные петли 2 столбика без накида, один и второй. И снова продолжаю вязать столбики без накида. Так довязываем до уголочка. Далее я покажу, как вязать. И вот довязываем до верхней петельки. В эту петельку ввязываем один столбик, второй, третий для поворота. В следующий столбик провязываем столбик и начнем вязать пико. 1, 2, 3 воздушных петли. И в этот же столбик вот провязали. Это у нас первая пико. Теперь провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый столбик пико 1, 2, 3 воздушных петли. И вот провязали пико. И так в каждом четвертом столбике. 1, 2, 3, 4 столбика, 1, 2, 3 и провязываем пико. Снова 1, 2, 3. Вот четвертый столбик вяжем пико. И вот мы дошли снова до перехода на рукавчик. Здесь тоже захватываем вот один столбик. Там, где у нас было вот 2 столбика, мы провязывали, пропускаем, захватываем за следующий единичный столбик и провязываем как один столбик. И считаем это один столбик. И снова 1, 2, 3, 4 и пико. И так мы вяжем по горловине вот эти вот пико. И на уголочках вот с переходом на плечико провязываем, как я уже вам показывала, 2 столбика вместе и пропуская средний столбик. И довязываем вот так по кругу до уголочка. И вот довязываем до уголочка. 1, 2 столбик. И вот в средний столбик снова провязываем 3 столбика в один. 1, 2 и 3. Уголок красивый получился. И далее продолжаем вязать столбиками без накида, довязываем вот до конца. И вот довязали до конца ряда, отрезали нить и взяли иголку. Теперь, как вы видите, на застежке немного вот некрасиво, нигде не закреплены эти 2 детали. Для этого я выворачиваю на изнанку. Вот я повернула, давайте полностью выверну.
Вот, я вывернула на изнанку платье. И теперь нам хорошо видно, что вот эту деталь, на которую мы будем пришивать пуговицы, вот мы ее пришьем за вот этот вот нижний ряд. И так иголочкой пришиваем. Один стежочек сделали, и можно еще и второй. Все, здесь мы прификсировали. Теперь будем выводить иголку на лицо. Вот таким образом выводим на лицо и выворачиваем платье тоже на лицо. Вывернули. И теперь нам нужно прификсировать верхнюю часть, которая будет застегиваться. И здесь этой ниточкой сбоку вязания так прихватываем. Один раз и второй раз. Все, теперь у нас здесь застежка красиво будет держаться, прификсирована, и можно пришивать пуговицы. На эту ниточку мы выведем на изнанку. С изнаночной стороны сделаем 2 узелка, ну или 1 узелок закрепления. И можно будет отрезать ее. Вывели. Здесь сделаем закрепление и отрежем нить. И вот такая получается застежка. Вот я пуговицы уже пришила, и все очень красиво. Теперь переходим к обвязыванию рукавчика. Я тоже обвязывала столбиками без накида с пико, но на горловине было 3 ряда, а на рукавчиках я сделала 2 ряда. Начнем обвязку. Вот я со стороны спинки буду начинать. Прикрепляю серую пряжу, так как я обвязываю серой пряжей. Делаю 1 воздушную петлю. И в этот же столбик я провязываю столбик без накида. Эту ниточку буду пролаживать и сразу ввязывать. Первый ряд мы провязываем столбиками без накида по кругу. Довязываем вот так вот по кругу столбиками без накида. Далее я покажу, как вязать. И вот довязываем столбиками без накида до рукавчика, там, где у нас были воздушные петли. Вот до этого места. И теперь провязываю столбик без накида в столбик. Там, где были воздушные петли, я пропускаю и провязываю сюда столбик без накида. Потом там, где вот столбик у нас был с накидом, я в серединку провязываю еще 1 столбик без накида и перехожу вот на ровную часть рукавчика вот снизу, и здесь провязываю столбики без накида. Так, по кругу. Довязываем. Вот я довязала, сейчас вам разверну, чтобы было видно, покажу.
Вот. Это там, где мы провязывали, где были воздушные петли. И вот мы переходим тоже к этому месту, где воздушные петли. И здесь тоже довязываем столбик без накида в серединку столбика. Так, сюда. Там, где воздушные петли, пропускаем и столбики в столбики. И так довязываем до конца этого ряда. Вот как у нас здесь получается. Теперь замыкаем в кольцо. Не в кольцо, а делаем соединительную петлю. Вот ряд мы провязали. Теперь 2 воздушных петли. И вяжем столбики без накида. Это у нас как один был столбик. Теперь второй, третий и в четвертом пико. 1, 2, 3 воздушные петли и пико. Снова повторяем. 1, 2, 3. В четвертом провязываем пико. 1, 2, 3 воздушных и вяжем пико. И так вяжем по кругу. И вот такое платьечко получается. Вот обвязочка, узор. Все очень красиво. И в следующем видео я покажу, как отдекорировать это платье. Мы свяжем с вами цветочек и пришьем его на кокетку. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!